Кенийская саванна в сезон Великой засухи превращается в раскаленную жаровню, где воздух дрожит от зноя, а сама земля, кажется, стонет под тяжестью беспощадного солнца. Здесь, среди бесконечных просторов Масаи-Мара, жизнь измеряется не днями, а глотками воды и пройденными километрами. Именно в такой час, когда пыль застилала горизонт, на свет появился Тимбо. Его рождение не было встречено торжественным трубным зовом всего стада. Вместо этого в воздухе повисло тяжелое тревожное ожидание. Маленький слоненок, едва встав на ноги, почувствовал резкую боль в передней левой конечности. Его колено было деформировано, оно подкашивалось при каждой попытке сделать шаг. В мире, где стадо должно преодолевать по 50 километров в день, чтобы найти единственный высыхающий колодец, такая травма была равносильна проклятию. Мать Тимбо, великая и мудрая слониха, чьи бивни помнили десятилетия странствий, не хотела сдаваться. В течение первых 2 суток она вела свою собственную тихую войну против законов природы. Она подталкивала сына хоботом, когда он падал в колючую пыль. Она закрывала его своим огромным телом от палящих лучей. Она пыталась поддержать его вес, когда он прижимался к ней, ища молока и защиты. Но законы саванны неумолимы. Старейшая матриарх стада видела, как за ними по пятам следуют пятнистые гиены, чьи глаза горели голодным огнем. Группа не могла больше ждать. Задержка означала гибель для всех. И для матерей, и для других детей. Момент истины наступил под одиноким иссохшим деревом акации. Стадо начало движение. Мать Тимбо сделала шаг, потом другой. Она остановилась, оглянулась на сына, который лежал в пыли, тщетно пытаясь поднять свое тяжелое, непослушное тельце. В ее глазах, обрамленных густыми ресницами, отразилась вся боль мира. Это был конфликт между материнским сердцем и биологическим долгом перед видом. Инстинкт самосохранения и ответственность за остальных членов семьи победили. Издав тихий, вибрирующий звук, похожий на стон, она развернулась и пошла за стадом, скрываясь в золотистом мареве пыли. Тимбо остался один. Его единственный мир уходил вдаль, оставляя его на растерзание тишине и хищникам. В то же самое время, всего в нескольких десятках миль среди острых скал разворачивалась иная трагедия. Маленькая зебра Пенда родилась с похожим дефектом. Ее задняя нога не позволяла ей совершать резкие прыжки и развивать ту скорость, которой славятся полосатые обитатели равнин. Когда на рассвете стая гиен совершила свой методичный налет, стадо зебр рассыпалось, словно осколки зеркала. Мать Пенды пыталась защитить дочь, легаясь и преграждая путь хищникам, но когда вожак гиен отрезал их от остальной группы, страх взял верх. Мать Пенды сорвалась в галоп, исчезая в облаке пыли, оставив своего ребенка в кольце из оскаленных пастей. Спасение пришло в виде грохота мотора и запаха сжженной резины. Антибраконьерский патруль случайно оказался в том районе, когда гиены уже готовились нанести решающий удар Пенде. Громкие крики людей и выстрелы в воздух разогнали хищников. Дрожащую зебру погрузили в кузов грузовика. Спустя несколько часов, во время расширенного поиска, рейнджеры обнаружили и Тимбо. Он был уже на грани смерти от обезвоживания, его кожа сморщилась, а взгляд затуманился. Оба животных были доставлены в заповедник Амбисели, место, которое должно было стать их последним шансом. Главный смотритель Дэвид Манги, человек, чья кожа была такой же дубленной, как и у его подопечных, сразу понял, что физические раны – ничто по сравнению с ранами душевными. Первые недели в приюте были похожи на медленную агонию. Тимбо впал в состояние глубочайшего траура. Для слонов семья — это все. Это их память, их обучение, их самоощущение. Лишившись матери, Тимбо лишился смысла существования. Он стоял в углу своего вольера, уткнувшись лбом в холодную бетонную стену, и не двигался часами. Его хобот, обычно такой любопытный и живой, безжизненно лежал на земле.
Пенда же проявляла свою боль иначе. Она металась по загону, пугаясь каждой тени, ее глаза были полны дикого, нечеловеческого ужаса. Она отказывалась от сена, а ее полосатая шкура, лишенная материнского ухода, начала шелушиться и терять блеск. Специалисты пытались подселить Тимбо к другим слонятам-сиротам, но те, движимые сложной социальной иерархией, отвергали неправильного сородича. Пенда также не нашла утешения среди своих. Казалось, природа дважды отвергла их, сначала в дикой среде, а теперь и в условиях приюта. Дэвид Манги чувствовал, что время уходит. Однажды вечером, глядя на двух умирающих от горя существ, он принял решение, которое многие коллеги назвали безумным. Он велел передвинуть загон Пенды вплотную к вольеру Тимбо, оставив между ними лишь легкую решетку. Первая встреча произошла на рассвете. Саванна еще была окутана прохладным туманом, когда Тимбо впервые за 2 недели поднял голову. Он почувствовал новый запах, запах другого существа, которое также тихо дрожало в утренней тишине. Медленно преодолевая боль в ноге, он подошел к решетке. Пенда замерла. Она никогда не видела такого огромного существа так близко. Но в движениях Тимбо не было угрозы. Не было хищной грации льва или резкости гиены. Была лишь печальная тяжелая медлительность. Тимбо протянул свой хобот сквозь прутья. Это был жест надежды и отчаяния одновременно. Кончик хобота коснулся бархатистого носа Пенды. Зебра вздрогнула, но не отпрянула. Она почувствовала тепло, исходящее от этой странной змеи, и в ответ сделала шаг вперед, прижимаясь своей мордой к морщинистой коже слона. В этот момент в Амбиселе родилось нечто невообразимое. 2 существа, принадлежащие к разным мирам, разделенные миллионами лет эволюции, нашли общий язык — язык сиротства. С того дня все изменилось. Дэвид решился на полную интеграцию и открыл ворота. Наблюдать за ними было все равно, что смотреть на танец 2 планет. Тимбо, понимая свою огромную массу, двигался рядом с Пендой с удивительной осторожностью. Он научился класть свой хобот ей на спину, словно обнимая ее, а Пенда в ответ начала выкусывать паразитов из его складок кожи. Жест высшего доверия в мире зебр. Их реабилитация пошла 7-мильными шагами. Тимбо начал принимать молоко, но только если Пенда стояла рядом, и он мог касаться ее своим хоботом во время кормления. Пенда же обрела спокойствие. Она больше не металась. Она знала, что за ее спиной стоит огромный серый защитник, который не даст ее в обиду. Они проводили часы в совместных играх. Тимбо пытался неуклюже имитировать бег Пенды, а она забавно подпрыгивала вокруг него, вызывая у слоненка то, что Дэвид называл «слоновьей улыбкой». Однако идиллия была нарушена суровой реальностью ветеринарных протоколов. Доктор Эмили Кьюки, возглавившая медицинскую комиссию приюта, была крайне обеспокоена этой связью. С точки зрения науки, такая межвидовая зависимость была опасной. Если один из них умрет, второй последует за ним мгновенно. Мы должны социализировать их с представителями их видов, иначе они никогда не смогут вернуться в дикую природу, утверждала она. Испытание на прочность пришло в виде болезни. У Пенды началось воспаление легких, перешедшее в тяжелую инфекцию. Ее состояние требовало немедленной госпитализации в стерильный бокс, куда слона пустить было невозможно. Их разлучили насильно. То, что последовало за этим, ветеринары позже назовут синдромом разбитого сердца. Тимбо, лишившись своей подруги, впал в ярость, а затем в глубокую апатию. Он начал биться головой о стены, нанося себе травмы. Он перестал есть и пить. Его глаза ввалились, а кожа стала серой и безжизненной. В это же время в клинике Пенда перестала реагировать на антибиотики. Она просто лежала, глядя в одну точку, словно уже сдалась. Дэвид Манги понимал, если они не встретятся сейчас, к утру у него будет 2 трупа. Нарушая все приказы руководства,
Он погрузил ослабшего Тимба на специальную платформу и привез его к дверям клиники. Когда Пенда услышала знакомый низкочастотный рокот Тимба, ее уши дрогнули. Слона завели в предбанник клиники, и он дотянулся хоботом до ее морды через дверной проем. Чудо произошло прямо на глазах у изумленной доктора Кьюки. Температура Пенды начала падать, а уровень кислорода в крови расти. Присутствие Тимба подействовало лучше любого лекарства. Они провели так всю ночь. Слон, стоящий на холодном полу, и зебра, лежащая под капельницей, соединенные лишь касанием хобота. Это была битва за жизнь, которую они выиграли вместе. Победа над болезнью стала лишь началом другой битвы, бюрократической. Государство решило закрыть Амбисели и перевести всех животных в новый, современный центр, где правила разделения видов были еще жестче. Узнав об этом, Дэвид Манги понял, что его подопечных ждет медленная смерть в разлуке. Он обратился к общественности. История о слоне и зебре, которые спасли друг друга, облетела весь мир. Социальные сети взорвались призывами оставить друзей вместе. Тысячи людей предлагали помощь. Именно тогда появился Джозеф Камани, бывший рейнджер, который после выхода на пенсию посвятил свою жизнь защите животных на собственном участке земли. «Моя земля — это не клетка. Это дом, где правила пишет сердце», — сказал Джозеф. Благодаря пожертвованиям со всего мира на его участке был построен уникальный заповедник. Там были созданы условия для обоих видов: глубокие водоемы с грязью для Тимба и обширные пастбища с сочной травой для Пенды. Переезд стал великим событием. Когда Тимба и Пенда впервые вышли на свою новую территорию, они не разбежались в разные стороны. Они пошли бок о бок, исследуя каждый куст, каждый камень. Тимба теперь весил почти тонну, он стал мощным молодым слоном, а Пенда — грациозной взрослой зеброй. Их травмы ног никуда не делись, но они научились компенсировать их. Когда Пенде было трудно идти по пересеченной местности, Тимба подталкивал ее своим лбом. А когда Тимба нужно было найти лучший путь через заросли, Пенда шла впереди, указывая дорогу своим острым зрением. Прошло еще несколько лет. Приют Джозефа Камани разросся и стал прибежищем для многих других трудных животных. Но Тимба и Пенда оставались его сердцем. Самым трогательным моментом стало появление в приюте нового слоненка по имени Джабари. Его мать была убита браконьерами, и малыш был в ужасном психологическом состоянии. Он не подпускал к себе людей и других слонов. И тогда на помощь пришел Тимба. Он подошел к маленькому Джабари, а рядом с ним, как всегда, шла Пенда. Джабари был поражен. Он видел огромного сородича, который не проявлял доминирования, а рядом с ним существо другого вида, которое вело себя абсолютно спокойно. Тимба и Пенда стали приемными родителями для Джабари. Они учили его всему: как искать корни, как правильно принимать грязевые ванны, как не бояться шума ветра. Пенда стала для маленького слона своего рода старшей сестрой, а Тимба — мудрым отцом. Это доказало теорию Дэвида. Их связь не была патологией, она была высшей формой адаптации. Они научились состраданию, которое выходит за рамки биологии. Сегодня, если вам посчастливится оказаться в частном заповеднике Джозефа Камани в часы заката, вы увидите картину, которая заставит ваше сердце биться чаще. Под сенью гигантского баобаба стоят двое. Один серый гигант, чья кожа напоминает кору старого дерева, другая полосатая красавица, чья грива весело развивается на ветру. Они не просто друзья. Они — свидетельство того, что в мире, полном жестокости и потерь, любовь и преданность могут создать новую реальность. Они были отвергнуты своими матерями, они были приговорены природой к смерти, но они выбрали жизнь и выбрали друг друга.
Когда солнце опускается за горизонт, окрашивая саванну в кроваво-красный цвет, Тимба издает тихий, довольный рокот, а Пенда доверчиво кладет свою голову ему на плечо. В этой тишине слышна истинная симфония выживания, музыка дружбы, которая не знает границ, не знает видов и не боится времени. Они, Тимба и Пенда, слон и зебра, ставшие самой странной и самой прекрасной семьей на всей планете.